Вы не вносили ни единой монеты в игру и ее игровое время, но это совсем не означает, что официальный World of Warcraft теперь закрыт для вас. Существует бесплатная версия этой игры, которая, несмотря на всеобщие предубеждения, достойна называться развлекательной нишей. Игроки такой версии зовутся чистыми триалами, игроки, что никогда не платили за игру. В данном видео мы осветим основные моменты по прокачке, уловки, трюки в экипировке и профессиях на стартовой версии WoW. Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Эйчи. Кто еще не знает, я играю за паладина на 20 уровне с 2011 года. Итак, давайте начнем. Выбор сервера и фракции абсолютно не важен. Выбирайте то, что вам по душе. Как быстро прокачать персонажа до 20 уровня? После создания персонажа не спешите выполнять задания. Существует гораздо более эффективный способ прокачки. Это убийство скопления обычных мобов. Суть в том, что такие существа располагаются уже в стартовых зонах, восстанавливаются со временем все быстрее и собраны в одном месте. А еще с введением в игру скалирования их уровень всегда будет следовать за вашим, что еще сократит время вашей прокачки. Для персонажа Альянса такие зоны скопления мобов находятся в виноградниках Североземья, в лагере Грейли Тенистой долины, в депо Гном Регана, в пещере Мерзлогривов Холодной долины и в месте крушения долины Амон. Такие же зоны мобов для Орды на кладбище Похоронного Звона, в загоне Пятнистых Вепрей Долины Испытаний, в загоне Боевых Вепрей лагеря Нараче, в вольере Кровопалых Ящеров острова Черного Копья и на просторах острова Солнечного Скитальца. Пандарены, гоблины и воргины исключение из правил. У них своя квестовая сюжетная цепочка. Объясним, зачем все это нужно. Не считая того, что этим способом вы экономите много времени, не перебегая между квестами, некоторые задания содержат в себе экипировку. А что мы помним про экипировку из задания? Они закаляются в эпическое качество. Если это произойдет, пока вы не достигли максимального триального левела, уровень этих предметов будет ниже, чем если бы они закалились на 20 уровне. А уровень предмета напрямую влияет на числовые значения характеристик данной вещи. Сдавайте такие задания только тогда, когда ваш персонаж обретет 20 уровень для полноты эффекта эпиков. Когда ваш персонаж достигнет 15 уровня, вы сможете встать в очередь в подземелье и прокачаться до 20 уровня, выполняя задания только на опыт, исключая квесты на экипировку, плюс получая опыт за само прохождение инстов. Сразу же говоримся и предостережем вас, не вставайте в очередь на PvP, поле боя и арены. На малом уровне, а тем более без экипировки, вы станете обузой для команды. И вот, вы 20 уровень. Переходим к самому интересному – профессиям. Все зависит от вашего выбора. Однако мы рекомендуем изучать, затем удалять профессии в такой последовательности. Наложение чар. В процессе прохождения подземелий и игры в открытом мире распыляйте добываемую экипировку зеленого и синего качества, чтобы получать реагенты для этой профессии. Когда у вас будет много пыли, зачаровывайте их в специальные свитки. Создайте их как можно больше и откладывайте в банк, дабы в будущем зачарить на хорошую экипировку. Снятие шкур. Путешествие по открытому миру снимайте со всех животных шкуры при убийстве, желательно как можно больше, чтобы впоследствии сделать накладки на одежду +1 в броне. Складируем их в банк. После заменяем наложение чар на травничество. Далее наша задача – это собирать травы. Затем, когда вы решите, что ресурсов от снятия шкур будет достаточно, удаляем эту профессию и изучаем кожевничество. Затем создаем накладки из жесткой кожи. Опять же, делаем их как можно больше, ведь в будущем они дадут нам +1 в броне. Тело, ноги, ступни и кисти рук. В сумме 4 единицы брони. В конце, заполнив банк чарами и накладками, отказываемся от кожевничества и изучаем алхимию. Она будет полезна на протяжении всей игры на персонажа, для создания зелий скорости, лечебных зелий, а также эликсиров на основные характеристики. А теперь, чтобы начать активно набирать боевую мощь своим персонажем, отправляемся в открытый мир. Выполняем все доступные задания во всем Азероте, собираем реагенты для профессий, проходим подземелья, не забывая про задания и возможные эпики из них. И вот вы заполнили все ячейки экипировки вещами из подземелий и заданий. Поздравляю! Настало время нашего своеобразного, высокоуровневого триального контента. Здесь добыча мощнейших вещей для персонажей из PvP полей боя, тренировка на аренах за очки чести, которые пригодятся для разблокировки новых званий, питомцев и маунтов, а также режим синхронизации, о котором я говорил в одноименном ролике. Если вкратце, то суть режима синхронизации для нас это фарм предметов для трансмогрификации, а также необыкновенных аксессуаров, в которых остро нуждаются чистые триалы, как и большинство ветеранов. На стартовой версии также можно заниматься не только привычными делами, но и получать достижения и прокачивать репутацию. Что из этого вышло, вы можете посмотреть на моем канале, ссылка в описании.
Я надеюсь, игра на триальном брикете доставит вам то чувство изучения и аналитики роста своего персонажа, а ваши лайки и подписка напрямую повлияют на скорость выхода следующих роликов. Заходите на канал Эйчи, я уверен, вы будете поражены, сколько приятных мелочей вмещает в себе игра на 20 уровне. Очередная благодарность спонсорам на Бусти: SoftAndroid, Mami S, Sandro и Waterly.